Приветствую, друзья! Меня зовут Алекс, и я ищу сокровища и редкий антиквариат в современных городах. И зачастую по цене чашки кофе. Каждую неделю я показываю результаты этих поисков. А в конце сегодняшнего видео вас ждет находка музейного уровня. Это крупный предмет из серебра, которому более 100 лет. Итак, перед нами целая коллекция оловянных солдатиков в старинном шкафу-витрине, сделанном из дуба и закрывающимся на ключ. Мало кто знает, что первые оловянные солдатики не были игрушками, а первые оловянные солдатики в Европе использовались как наглядный военный инструмент. Офицеры и аристократы XVIII-XIX веков расставляли фигуры на столах, отрабатывая построение, маневры, атаки и отступления. Фактически аналог настольной военной карты, но в объеме. Раньше их делали не детям. До конца XIX века оловянные солдатики раскрашивались вручную, стоили очень дорого, были хрупкими и содержали свинец. Это были кабинетные предметы для коллекционеров, для военных, для образованных взрослых. Но самое интересное, что этот старинный дубовый шкаф в нижнем ящике содержал сюрприз. Там я увидел пуговицы. И это не просто пуговицы, это альпийские пуговицы-монеты. Их делали так, чтобы человек носил на груди не просто застежку, а символ региона, веры, статуса и даже профессии. Такая старинная мода. Монеты-пуговицы. Эдельвейс. Эдельвейс — это символ горного характера. Две старинные латунные печати и разная мелочевка. Много винтажных мелких старинных предметов. Шкатулка. Приятный бонус-сюрприз. И эта интересная коллекция оловянных солдатиков досталась мне вместе с каталогом. И это не просто каталог для продажи, а музейно-документальное издание. Это немецкая книга «Бляй Солдатен», изданная в Мюнхене в 1981 году. В ней оловянные солдатики рассматриваются не как игрушки, а как исторические источники на уровне музейных предметов. И когда у тебя в руках такие фигуры и такая книга, которая объясняет, зачем они вообще существовали, ты начинаешь осознавать, что это уже не коллекция, а целый маленький архив истории у тебя в руках. Итак, продолжаем наш обзор. Вашему вниманию салфеточные кольца из настоящего серебра 835 пробы. Салфеточные кольца появились не просто для красоты. В буржуазных и аристократических домах у каждого члена семьи было свое кольцо. Салфетку не стирали каждый день, ее складывали, продевали в свое кольцо и использовали несколько дней подряд. Поэтому кольцо фактически было персональным предметом, как расческа или бокал. Отсюда место под гравировку. Обратите внимание на овальные картуши в орнаменте. Их делали специально для монограмм и инициалов. А вот еще несколько суперудачных находок. Серебряную пробку эту я приобрел всего за 2 евро. Она немецкая. 835 проба, конец 19-го, начало 20 века. По форме напоминает медвежий клык. И, возможно, не случайно. Такие вещи часто использовались в охотничьих домах. Следующая удачная находка также за 2 евро, не поверите.
Это серебряная брошь конца XIX века, 800-я проба серебра. Подкова – древний символ удачи и защиты, а вот острый штырь – это не просто застежка, а в народной культуре считалось, что острые металлические предметы отгоняют зло из глаз. Такие броши носили не ради украшения, а как оберег на каждый день. Также большая удача. Эту старинную ложечку 800-й пробы я приобрел за евро. А эти жемчужные бусы выглядят довольно просто. Но важный момент – застежка из золота 585-й пробы. Во многих подобных украшениях именно замок дает основную ценность. Поэтому прежде чем что-то выбрасывать или отдавать, всегда смотрите на клеймо. А здесь у нас винтажная красивая брошь в виде ящерицы саламандры. Очень тонкая красивая работа. На обороте стоит клеймо 835-я проба серебра. А ниже уникальная вещь, которую я приобрел за 5 евро. Это швейцарские часы 50-х годов. Механизм на 17 камнях, чтобы уменьшить износ, и часы служили десятилетиями. Им более 75 лет. Инкоблок стоит. Это лицензионная швейцарская противоударная система. При падении механизм всегда выживает и при ударах. Есть и антимагнитная защита. Это важная вещь для послевоенной индустриальной Европы того времени. Корпус позолоченный, 20 микрон, и это не напыление, а полноценная износостойкая позолота. А треугольные метки на циферблате – это наследие военных часов, чтобы легко и сразу читались. И они сделаны в Швейцарии для немецкого рынка того времени. Уникальная вещь. А это очень редкая серебряная ложка. Ручка выполнена в виде средневекового рыцаря. Закрытый шлем, щит со звездой. Стоит клеймо 925-я проба. Ложка примерно 1930-х годов прошлого столетия. Подобные предметы делались небольшими мастерскими или на заказ. Поэтому найти точно такой аналог практически невозможно. А эти изящные винтажные булавки с легендарной трехконечной звездой – символ престижа и инженерной мысли 50-70-х годов прошлого века. Сам логотип «Трехконечная звезда в кольце» был вдохновлен открыткой, отправленной сыновьям основателя компании Готлиба Даймлера. Он символизирует амбициозное стремление компании к моторизации на суше, в море и в воздухе. А теперь перед вами коллекционная вещь, которую легко перепутать с тростью. Но это резная лопатка для обуви рубежа 19-20 веков. Рукоять и сама лопатка выполнена из натуральной резной кости. Это ручная работа. Это не штамп, не фабрика. Каждая линия вырезалась ножом. Образ охотничья борзая в Европе – это символ скорости, статуса и аристократического вкуса. Такие предметы делали не на показ, а для ежедневного ритуала джентльмена. Когда даже обувь надевали красиво. Фруктовница, рубеж 19-20 века, ей более 100 лет. Я ее как-то показывал в предыдущем видео. Мальчик, играющий на трубе. К сожалению, не сохранилась оригинальная стеклянная ваза, чаша. И, наконец, я нашел замену. И решил показать видео эту фруктовницу уже с чашей. Очень хорошо передает атмосферу тех лет. А вот еще одно антикварное блюдо, которое я купил за 2 евро. Также ей около 130 лет. Купил при свидетелей, если кто не поверит. Оно еще не чищенное. Также очень атмосферное. И в завершении предмет, ради которого, возможно, и стоило досмотреть это видео до конца. Перед вами старинная серебряная чаша, почти 340 граммов серебра. Плотная ручная чеканка, ни одной пустой поверхности.
И это не украшение, это работа силы и времени. В центре образ скалы, стража, существа, которое пожирает зло, чтобы охранять пространство. Такие образы создавались не для красоты. Они стояли на границе между домом и внешним миром, между человеком и тем, чему не место внутри. Эта чаша происходит из коллекции ученого, посвятившего жизнь Азии. И чем дольше смотришь на нее, тем яснее, что это не просто серебро, это культурный артефакт, предмет на границе ритуала и искусства. И сегодня, без преувеличения, это самый сильный предмет за всю историю моего YouTube-канала. Друзья, мне очень помогут ваши комментарии. Я желаю всем крепкого здоровья и до новых встреч. Всем пока.